Memphis, man. Хвостовик выходит из коробки. Им нужно было опустить кардан. Вот. Для этого они сделали другую коробку, в которой плюс одна шестерня. Вот на эту передачу, да, соответственно? Вот, получается, наперед пошло. Это, ну, как бы он бы тут выходил, кардан упирался, им не пустить. И из-за этого, то есть мотор-то крутится в ту сторону. Не в ту крутится коробка, грубо говоря, на выходе. Вот. Вторичка. Да. То есть у обычных карабасов все вот так идет. А тут им не позволял туннель. И из-за этого вся хурма. Ничего себе они заморочились. Чтобы опустить кардан ниже, они вообще вот это сделали другую коробку. Блин, вот чувствуется, что у них, да, безлимитные бюджеты были. Просто да, смотри, весь у Toyota вот тут это вот эта херня вся. Ага. А тут все такое огромное. И, ну, в прошлом видео мы вам этого не говорили, это у Дэна на канале сказано, у него, кстати, на видео тоже технические серии, по сути, выходят, что вот эта помпа охлаждения, одна из трех, и она стоит из четырех, и еще одна нашли. То есть, чем дольше разбираешься, тем больше находишь. Может быть, там еще что-то где-то есть, я хрен узнаю. То есть, она стоит, заметьте, где уже, на выходе, на хвостовике коробки, помпа, там, еще остальные там, потому что даже вот такой вот писюльки не было места на двигателе. Трындец. Это просто трындец. Как все скомпоновано. И отдельная коробка. Только для того, чтобы опустить кардан на сколько сантиметров? На 10, наверное, вниз. Вот так вот, чтобы опустить кардан. Вот так вот, видимо, все у них и проходило. В общем-то, господа, в связи с этим добро пожаловать на очередную серию по Бентли. Погнали! Таким образом, в связи с вышеописанными событиями вот там, в районе коробки, где-то в 2001-2000 году ребята получили на выходе с карабаса кардан, который крутится в другую сторону. И проблема была такая же, как у нас. 5 передач назад, 1 вперед. Самый простой способ, чтобы этого избежать. Как делают на уазовских мостах, по-моему, на волговских старых, мост или редуктор можно просто перевернуть наоборот. Тогда у вас все станет хорошо. И они сделали точно так же. Они взяли туареговский редуктор или А8 редуктор и просто развернули его. Но точки крепления при этом у нас стали бы другими. Так вот, они в штатном А8 подрамнике оставили штатные точки крепления, а редуктор развернули. Поэтому они сделали другой корпус для редуктора. Так появился, по сути, тот же самый редуктор, что на Volkswagen. Здесь и значок Volkswagen есть, и надпись ZF, только отзеркаленный. То есть они реально тупо решают вопрос так же, как парни в гаражах по сей день. Просто у них, в отличие от парней, безлимитные бюджеты. И они вот таким вот простым решением могут позволить себе для этого изготовить новый корпус и все прочее. Хорошо, что хоть они подрамник целиком еще не зеркалили, не делали его совсем другим и крепление. В общем, вы представляете, какой набор проблем у них был тогда и какими бюджетами они решились. Мы делаем чуть проще. Мы, соответственно, берем такой же, по сути, редуктор, только в неотзеркаленном оригинальном корпусе, короче, мы ставим редуктор от Туарега. И тогда у нас все получается, крутится в нужную сторону, как и должно было быть изначально. Что с этим делать? Крутить? Вот так это делается, нет? Нет? Я нормально сейчас, да, похож, да? Да. Все, отлично. Значит, без какой-либо посторонней силы я только что изготовил кронштейны для редуктора, потому что этот редуктор от Туарега, он не влезал на место того, понимаете? Подрамник-то универсальный, а получается, тот был редуктор перевернутый, а этот туареговский у нас сюда уже в связи с этим не встает, потому что он не перевернутый. Короче, очень сложно это все. Ну, что я вам объясняю, вы ключей в руках не держали. Вот, соответственно, сейчас мне осталось только немножко хвостовик здесь подтянуть чуть-чуть, и все поедет. И для этого используем, соответственно, кастомные крепления, что отняло у меня, ну, где-то минут 20 пришлось на это потратить. Да, было нелегко, но что ж, у меня получилось.
Тем временем, господа, уже скоро холод, мы практически цепляем последний момент, когда можно еще замерить разгон и поймать зацеп, потому что уже сегодня пойдет снег. А что это значит? Что когда холод, нужно менять антифриз, потому что тот, который у вас в машине старый, уже может попросту не работать. Для многих, оказывается, это очень внезапно. И при выборе того же антифриза многие руководствуются старыми какими-нибудь дидовскими методами. То есть был зеленый, заливай зеленый, но это в корне неверно, потому что, во-первых, антифриз может быть совершенно разный для разных марок, и от BMW, допустим, может не подойти Kia, и цвет антифриза определяется исключительно его красителем, а не присадками. А заливать нужно тот антифриз, который соответствует допускам на ваш автомобиль. Даже смешивание антифризов одного цвета может привести к тому, что они разные по составу, и это приведет к поломке автомобиля. Антифриз Coolstream обладает допусками для большинства автомобилей, производимых в мире, и является антифризом заводской заливки на российских автомобильных заводах. Сделан из европейских компонентов бельгийской компании Артека, и именно поэтому обладает высочайшим качеством. Если вам интересно, как правильно выбрать антифриз для вашего автомобиля, проходите по ссылочкам в описании или на сайт ProAntifreeze.rf. И насколько деревянная резина, она просто пластмассовая, ей вообще ничего, то есть просто ты едешь, и просто насрать вообще. А еще передние остались, их можно местами поменять и продолжаем бал, короче. Мне нравится эта резина, просто дубовое говно для дрифта, то, что надо. Pirelli Pozero, спасибо. Мы даже сейчас с тобой, когда на месте раскручиваемся, то есть на второй она еще крутит, на третьей ей уже все, она не может даже на третьей проворачивать. Да, хотя на этих колесах, как ты понимаешь, зацепа-то вообще особо ни хера нет. Ну да, мы прогрели резину и так далее, но как бы ей на третьей не провернуть, короче, маловато мотора. Нормальный мотор, он тебе все передачи будет прямо, вот сколько ты держишь, он столько тебя боком ставит. Здесь как бы не так. Спидометр даже правильно показывает, смотри, примерно плюс-минус там 4 километра. Ну да, он же родной. Давай кошмарить сейчас людей в пробке. Да я на треке так делал, Сзади никто, блядь, никуда не едет. Сзади просто сатанизм, там никто никуда больше. Да и у нас-то, в общем, неплохо, если разобраться, блядь, надо. Это как укуренный сейчас. Да. Мы сейчас налево в сторону дамбы едем, не? Да. Ну, блин, вот это Бентли, понимаешь? Можно поураганить, исполнить, люди на мобилку снимают. А обычно, что бы это было, да? Это вот кругами бы, бля, дым. Хорошая у нас новая машина, да? Ну, что-то дымит. Как печку сделать? И в итоге получается, видишь, что на третьей ей не провернуть. То есть ты понимаешь, что на третьей мы уже дрифтить не сможем. Значит, на развязке, опять же, она не поставится. Блин, но все равно она мне нравится. Это гораздо лучше, чем те же 9,5, что были до этого. И стоимость ремонта двигателя, она была ну такая же, как стоимость свапа. Зная, как на этом двигателе все стоит, но это была бы такая боль, это все восстанавливать. И вообще не факт, что нам потом поехало. Либо поехало, а потом чем-то другое трогнуло, подвеску менять. Божечки, нет, мы этого не заслужили всего. Готовы? Нет, оптимально. Она чуть-чуть с буксом идет, но цепляется. Да, оптимально. 8 ровно, ты смотри-ка, 8 ровно. Это но она такая хорошая пробуксовочка была. Я бы не сказал, что это прямо нормально, ты знаешь, зацепилась она. Да, она не сильно и сливает, только первую. 8,1, да, стабильно. Мы еще троем в машине, Ну, короче, из 8 она выйдет, если зацепится, да, один раз из 8 она выйдет. Ну-ка. как мягенько. Все, писец, да, привода нет. Едем на одном колесе, реально. Заварка тащит, видишь? А если бы не заварка, встали бы, это фиаско было бы с тросом. А так едем, вообще и в ус не дуем. Блин, привод порвало. Значит, то, что мы в первой серии, да, испытывали, хватит ли приводов и редуктора, значит, не хватит. Итак, подытожим. Как вы знаете,
я говорил вам в прошлой серии, что сейчас Bentley это просто стенд для отстройки мотора. Сейчас у нас выяснилось, что, в принципе, наименьшая проблема это сам мотор. Дальше хуже. У нас, во-первых, есть коробка, которая хронически перегревается. Если вы пытаетесь валить, то есть, грубо говоря, идете на максимальные нагрузки с нажатой педалью в пол, до пару минут буквально Карабас уже начинает перегреваться. Это проблема. Вторая проблема, я вижу, что это даже не полуось. Это вообще все. Редуктор просто... То есть то, что... Слушай, она полая внутри. Вон это. А это просто голимая трубка. Ну нет, Да. сама это полая. Да, И да, вот это нам вот оторвало. полое. Короче, дальше у нас есть проблема. Задний редуктор. Мы вам в прошлой серии в конце говорили, что этим выездом мы проверяем, выдержит ли редуктор, выдержит ли полуоси. То выдержало, это ни хера не выдержало, короче. Но вот это я предлагаю хвостовик не чинить. Нет, там сальник на том есть все. Ну, разве что, но не более. Так, а там только сальник. Потому что, грубо говоря, на наши пробеги проще доливать, если что, даже, это раз. А вот то, что гораздо сложнее, это полуось. То есть вот это у нас вот это вот. Это задняя левая полуось. Это болезнь X5M, которая постигла меня теперь и на Bentley. То есть только там правую рвало, а здесь левая. Это значит то, что они не выдерживают эту стоковую полуось и рассчитывать на то, что это разлетелось, причем не граната. Обломала именно саму тягу, сама труба, вот это, потому что она оказалась из полой трубы, видимо, для... Ну не полая труба, это вал, видать. Да это какая-то херня, ну-ка. Полая. Да залезай туда внутрь, палец там, дырка внутри. Это значит, что даже если мы сейчас поставим сюда новую или найдем с разборки, неминуемо рано или поздно ее также оборвет, учитывая, что нагрузки были трындец, я вижу колеса эти. Колеса ты на то посмотри, сзади за тобой там просто. Это просто обоссаться. Где? Ну, здесь еще нет, нормально. Вот кулаки. Где? Оторванные. Да это-то ладно, там вообще трещина, просто как, блядь, разлом Сан-Андреас прямо в колесе, смотри. Смотри, ну все, это вообще дрова. Это просто дрова. О. Трещина фигня, ты еще сбоку какая-то. В нашем случае трещины в резине даже фигня. Короче, если вкратце, вот сейчас тот самый момент, когда абсолютно все идет по бороде. Прямо вот коробка, редуктор, полуоси, колеса, все это надо выкидывать. Но оно должно прожить еще одну серию, для того, чтобы все-таки сделать так, чтобы это было немножечко надежнее. Потому что дальше пойдут еще более злые нагрузки на эту машину, и, блин, она должна их держать. У нас проблемки. Ну и раз уж мы накатываем турбо, мы решили добавок к этому поменять еще и свечки, чтобы все было тип-топ. Свечки здесь стоят штатные Denso. Они, кстати, очень долго ходят, даже в стоке. 120 тысяч километров. И мы поэтому решили их менять на такие же штатные Denso. У них особенность, что центральный электрод с самым маленьким в мире диаметром 0,4 мм. И за счет этого получается, что воспламенение лучше происходит и более эффективное сжигание топлива. Ставим Denso Iridium TT. В них применяется технология суперзажигания в сочетании с игольчатым платиновым заземляющим электродом. Именно поэтому они так долго ходят, до 120 тысяч километров. По итогу всего вышесказанного мы вам показали ярчайший пример того, что машина была в стоке даже, наверное, сбалансирована. 560 лошадиных сил, которые переваривались этими двумя редукторами, и проблем не было. Мы поставили сюда мотор, который содержит 300 сил, и он под собой порвал все. Почему? Потому что ушло перераспределение момента, которое было в стоке. Весь момент, все лошадиные силы стали ударными нагрузками, без всякой стабилизации и попыток это перераспределить, приваливать на задний редуктор. В итоге он рассыпался, рассыпались штатные полуоси, машина целиком к этому оказалась не готова, раз, и два, у нас не хватает мотора. Трындец, все, что мы делаем вот, Дэн, реально, вот мы 2 серии делаем все то, что нам не подходит. Мы, помнишь, что в первой серии сказали, что мы выехали проверить, хватит ли полуосей редуктора, их в итоге, сука, не хватило в этой серии, и во-вторых, мы сейчас выясняем, что на 3-й передаче мотор уже не прокручивает колеса. 1-я, 2-я у него есть, на 3-й он захлебывается. Нам и не хватило мотора. Охрененно, что мы доказали? Что, по идее, по-хорошему сейчас просто все вот это обратно, просто вот так вот нахрен выкидывается и вставляется ЛС на, вы не поверите,
И Дэн уже сказал, что будет дичь, Дэн уже знает, что мы решим проблему с этим редуктором и полуосями. Сейчас их восстанавливаются они в сток, то есть будут независимо подвешены редукторы и полуоси, но, скорее всего, это тоже не выдержит, потому что разматывает хвостовики и так далее, и я тоже не буду с этим бороться. Вы не представляете, какое простое решение. Неразрезной задний мост на Бентли. Я просто знаю, что вот сейчас уже вот так просто вот так люди за голову. Да, еще лучше со спаркой двускатной. Я шатал, честно говоря, всю эту гребаную ситуацию с попытками решения этих проблем в стоке. Бентли, иди нахер. Я вообще не собираюсь тебя просто никак чинить в сток. Просто я устал. Мы сколько лет уже все это восстанавливали, делали по уму. Я срать хотел на все эти технологии, которые они сюда заводят. Это не работает. Абсолютно. Все ваши усилия были хороши, когда все было стоковое. Мы поменяли один элемент, все полностью пошло по бороде. Поэтому мы также по бороде это и будем продолжать делать, но не в этой серии. Но неразрезной мост я вам здесь гарантирую. Короче, как вы поняли, используя только качественные компоненты, мы собираем лучший, пожалуй, в мире турбокит. На все швы, если вы что-то увидите, как там у Дэна сделано, никогда не забывайте, что пожелание клиента сделать на отлюбись просто жестко, чтобы оно куда-то дунуло, что-то поехало, и мы поняли, разлесет ли вообще к чертям УЗ или нет. Потому что делать сейчас все по уму, чтобы потом выяснить, что шатуны не держат, и нам нужно перебирать моторы, это еще 330, я буду опять вертеть просто бесконечно все технологии вот эти вот. Мне это не надо. Мне нужен мотор, который нужно просто в стоковый вкинуть и поехать. Я за настоящую историю тюнинга, как это делается давно в Америке. Когда вы подобрали галочками на каталоге нужный вам мотор, вбросили его туда и поехали. Все вот эти вылюбоны оставите для своих проектов, которые на 2 года там отстраиваются, где же там поймать буст. На видео один раз поедут, все нахрен срыгнуло, но этого никто не узнает. Нет, здесь будет все по-честному. Короче, мы ставим турбу. И ставим ее также абсолютно вращая вот там бешено на вентиляторе всю инженерию, которая только по турбонаддуву была создана. Мы ставим турбо по хардкору, маленькие 2 турбы, все вот так только чтобы работало, на сток. Полностью. На сток двигатель, на сток мозги, сток расходомер, сток лямбды. Мы больше не делаем ничего. Мы просто, Дэну это очень непривычно, но реально нужно присрать 2 турбы к УЗ-ту. Все, вот это тех задание от клиента. Любая попытка сделать что-то красиво пресекается штрафами. Сразу же. Дэну это не нужно, поэтому он в непривычных для себя условиях что-то с чем-то сваривает. То есть он обычно, 300 раз напоминаю, обычно Дэн так не работает. Но это YouTube, он ломает людей. И, собственно, требование заказчика — это закон в свап-точке. Поэтому тут все очень приличные ребята, кроме меня. Соответственно, задача наша на выходе получить небольшой прирост с давляком где-то 0,2-0,3, наверное, на впуске. Ну, может быть, 0,4, если повезет. И прирост типа лошадей 60-70. То есть 350-370 лошадей, если у нас будет на диностенде в конце. Вот это будет хорошо. И после этого мы вообще, наверное, делаем выезд. Дрифтить мы, наверное, не пытаемся. Или пытаемся, но уже зацепа не будет. И как бы все. Дальше наступает дальнейшая серия. Это капздец будет. Просто я уже знаю, как вы будете бомбить, что будет с Бентли дальше. Но нам нужна силовая установка чуть мощнее, чем сейчас. Мощнее. Вот, собственно, ее мы и пытаемся, эту мощность сейчас этими турбами изыскать. Я знаю, что вы бомбите, что все опять делается на отлюбись, но вы же знаете все мои проекты. Сначала делаем из говна и палок, а потом за 99 миллиардов рублей. Мы должны в одном проекте пройти 2 пути. Что делать, если вот просто по дешману, на отлюбись, из грязи пытаться прыгнуть в князи, но это не получится. И второй вариант, что ж, окей, собрались, взялись за голову, делаем все хорошо. Пока что традиционно экономим сами на себе. Огромное всем удачи, спасибо, что смотрели эту серию. Дальше будет очень больно. Пока.